Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Начинаем наш эфир. Сегодняшняя тема посвящена, опять же, делу об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Витька. И сегодня у нас три важных момента вот в сегодняшнем эфире. Первый момент – это новая информация специально для вас, касающаяся адерологической экспертизы, ну и, соответственно, фальсификаций ее результатов. Второй аспект, второй момент – это данные, касающиеся видеофиксации перемещения Зинченко по городу Львов. Здесь тоже есть на что обратить внимание, и мы покажем вероятную фальсификацию и подтасовку, опять же, данных стороной обвинения. И третье – это сделка. Ну, как говорит мой коллега, в кавычках, Игорь Швец, на превеликий жаль, да? На превеликий жаль Вячеслав Зинченко пошел на попятную, то есть начал договариваться со стороной обвинения. Как это не прискорбно, но это так. Итак, вот эти вот три момента мы сейчас с вами обсудим. Следующее заседание 18 июня 2025 года, то есть через 2 дня. Ну а пока все, что у меня есть, я вам предоставляю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, комментируйте обязательно, распространяйте это видео. Ваш лайк, единственный лайк, он дает YouTube основание для того, чтобы сделать дополнительных 10 показов моего видео, моего эфира. Ну, таким образом вы помогаете распространять это видео. Конечно же, поддерживайте канал донатами, не обращайте внимания ни на что. Я заверяю вас, что я не агент ФСБ, что никаких финансирований от страны-агрессора я не получаю, поэтому в этом будьте спокойны. А ваши донаты помогают мне, ну, во-первых, развивать мой канал и чувствовать, что да, действительно, мы все работаем в одной команде, и моя работа находит отклик в ваших сердцах. Поехали. Новости по адерологической экспертизе. Мы уже обсуждали следственное действие, осмотр места преступления. Ну, вы, наверное, помните, как там составляли протоколы, как там находили окурки, семечки, гильзу, как там ходили понятые. Вот. Так вот, в частности, сторона защиты и адвокат Немировский, в частности, он выявил факт переодевания понятых. Это позволило ему предположить, что часть следственного действия, осмотра места преступления, была совершена не 19 июля, а на следующий день. В связи с чем было это предположение? Ну, во-первых, это касается вот той адерологической экспертизы. Значит, при ее начале был дан старт съему запахов, и помощник оператора сообщил, что температура воздуха 27 градусов. Но запрос адвоката Немировского в гидрометцентр дал результат, что в то время, когда производилась фиксация в протоколе, то есть фальсифицированная фиксация, температура воздуха во Львове 22,45 составляла не 27 градусов, как объявил помощник оператора, а 21 градус. А вот 27 градусов как раз температура составляла на следующий день, то есть 20
июля. Это дало основание предположить, что что-то здесь нечисто и пахнет фальсификацией. Вот. И что дальше? Дальше, чтобы разобраться в этой ситуации, лично я обратился с запросом в управление полиции города Львова. В этом запросе я несколько вопросов сформулировал, из них важны два. Первый вопрос – это сколько адерологических комплектов находится в распоряжении управления полиции города Львов. И второй вопрос – это я просил предоставить информацию о том, кто и в какое время получил один из таких адерологических наборов, ну, начиная примерно с 19:20 19 июля 2024 года и до 24 часов того же дня. На этот запрос я получил ответ от Львовского управления полиции. Ну и мне сообщили, официально сообщили, что во Львовском управлении полиции находится в распоряжении более 300 адерологических пакетов. Не оборудования, а именно пакетов. Вот. И также они уточнили, что эти пакеты оперативные сотрудники получают по мере необходимости. Однако никакой информации о записях в журнале выдачи адерологических пакетов 19 июля 2024 года мне не предоставили. И вот тут вот начинается детективная история. Опираясь на полученные данные, человек с соответствующими полномочиями обратился в управление полиции Львова, чтобы ему предоставили в наличии вот те самые 300 с лишним адерологических пакетов. Ответ был шокирующим. Никаких пакетов, оказывается, для отбора запахов во Львовском управлении полиции и в городе Львове вообще нет. Сотрудники пояснили, что при необходимости запрос отправляется в Киев, а упомянутые 300 с лишним пакетов находятся не во Львове, а в Киеве. При необходимости делается запрос в Киев, и оттуда доставляется адерологическое оборудование. В условиях войны, когда самолеты и вертолеты не летают, такое оборудование может быть доставлено только поездом из Киева во Львов или автотранспортом. Если убийство произошло в 19:20, запрос в Киев был отправлен после этого, затем оборудование доставили, то во Львове оно могло появиться только на следующий день. Понятно. То есть не 19, а 20. И в связи с этим и возникли процессуальные нарушения, во-первых, при оформлении протокола следственного действия, в который внесены изменения без соответствующих прав, и, во-вторых, имели манипуляции, место манипуляции с температурой. Вот такие вот новости. Поэтому вот тот мой запрос и та информация, которую мы получили, значит, что во Львове нету адерологических пакетов, они доставляются из Киева, говорит о том, что то, что написано в протоколе, это неправда. Запахи снимались именно на следующий день, ну а сами понимаете, на следующий день никаких запахов уже и в помине нет, ни на лавке, ни на стуле, нигде. Поэтому это попахивает фальсификацией. Это первое, да? Далее о видеозаписях. Тоже история детективная. Что на этих записях? На этих записях зафиксирован человек, которого обвинение считает Зинченко, идентифицирует как Зинченко. Но этот человек в трех ракурсах, в трех ипостасях. В панамке и очках, в кепке, в шортах с домиком. И третий – это тот, который действительно напоминает Зинченко, но не идентифицирован с помощью экспертизы. Итак, три персонажа. Зинченко, который крутится возле арендованных квартир, панамка и очки, которые крутятся на Масарика 3, и вот этот третий. Ну, с этим третьим вообще загадка. Получается, что сторона защиты
считает, что это не один Зинченко, а это три разных человека. Ну, понятно, зачем снимался Зинченко, да, зачем эти видеозаписи предоставлялись, зачем снимался Панамка и очки на Масарика. Но вопрос, друзья, зачем нужен третий, Кепка? Ходит и в районе Масарика, и в районе арендованных квартир. Но эта Кепка совсем не похожа на Зинченко. Это очевидно, друзья. Так вот, думал и придумал. Вот зачем нужен был третий человек. Третий человек – это просто актер, артист, которого следственные органы специально наняли для того, чтобы он продемонстрировал, что Зинченко якобы совершал свой маршрут от своих арендованных квартир до Масарика-3. То есть на самом деле он его не совершал, но для того, чтобы показать суду, что якобы Зинченко каждый день идет от своих арендованных квартир на Масарика-3, нужен был этот третий человек. И этот третий человек уже не в те дни, в которые там зафиксированы или показаны на видео. Эти данные о дате и время, которые там на видео мы все видим и зафиксированы в протоколах, легко туда внести технически. Это несложно. Ну и, соответственно, сфальсифицировать протокол. Вот, берем какого-то человека. Уже решили, что Зинченко должен быть обвинен в преступлении. Берем этого человека уже не 19, скажем, 20 или там 22, 23, 24 июля и снимаем его. В одну квартиру он входит, там, где арендовал Зинченко, выходит. Потом идет на Масарика, потом во вторую квартиру входит, выходит, идет на Масарика, в третью квартиру тоже входит, выходит, идет на Масарика. И таким образом создается впечатление, что это Зинченко из своей квартиры ежедневно там входит и выходит и идет на Масарика. Но на самом деле третий человек, это Кепка, это совсем, друзья, не Зинченко. И вот этот вот артист, которого наняли для того, чтобы нам продемонстрировать видеокино, фальсификат видеозаписей, вот как раз и нужен был для того, чтобы создать у суда впечатление о том, что будто бы это Зинченко ходил из своих квартир на Масарика-3. На самом деле такого не было. Ну и, соответственно, видеокамеры, которые не откалиброваны, вообще не могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Это чушь. Значит, если камера показывает ложную дату или ложное время, нету никаких оснований корректировать это время с помощью каких-то там протоколов, показаний владельцев камер. Камеры нужно калибровать, а потом уже их использовать. И третий момент, как говорится, SED, то есть на превеликий жаль. На превеликий жаль, по подтвержденным данным, а я уточнил эти данные у Елены Зинченко, матери Вячеслава, и оказывается, Зинченко таки отказывается от услуг своего адвоката Юрия Немировского, лучшего, на мой взгляд, из трех. Юрий Немировский выявил нарушение, допущенное стороной обвинения, выявил фальсификации, заявил ходатайство, чего никакой другой из адвокатов не сделал. И именно поэтому, после того, как он это сделал, сторона обвинения заволновалась, потому что появились реальные основания для привлечения фальсификаторов, а это сторона обвинения, прокурор, следователь, эксперт, появились основания для привлечения их к уголовной ответственности. Поэтому что они решили? Они решили, на мой взгляд, прекратить действие лицензии одного из адвокатов, это Сулейма, потом на него надавить и потребовать, чтобы Сулейма сформировал у Зинченко позицию на то, чтобы Зинченко отказался от услуг Немировского, который ведет дело к привлечению к ответственности фальсификаторов. И Зинченко
называющий себя националистом и говорящий на украинском языке, вдруг, значит, идет на сделку со своими противниками, которые хотят посадить его на пожизненное, и говорит: да пошел ты, Немировский, значит, не нужно мне разоблачать фальсификацию, я и так справлюсь. Мать Зинченко говорит, что у них есть желание, чтобы Зинченко был оправдан чисто. Хотя Немировский занимал позицию, что оправдательный приговор должен был быть вынесен за недостаточностью доказательств. Так вот, для того, чтобы вынести чистый приговор, нужно алиби. Ну, посмотрим, может быть, действительно 18 июня 2025 года нам будет представлено алиби и чистая победа Зинченко. Ну, в чем я сомневаюсь. Ну, а понятно, что генетическая экспертиза с 3 стульями сфальсифицирована, потому что любые экспертизы последующие должны просто подтверждать предыдущие. А у нас получается, что 3-я уже экспертиза опровергла 2 предыдущие. Это нонсенс, и это показывает на то, что результаты ее сфальсифицированы. Точно так же и с адерологической экспертизой. Я вам уже об этом говорил. И протоколы, там все, короче, друзья, весь процесс, все обвинение построено на фальсификате. Ну, что сказать, если Зинченко пытается покрыть коррупционеров, покрыть преступников из правоохранительной системы вместе со своим папой и со своей мамой, ну что, это их право, но мы должны с вами понимать, что никакие действия Зинченко не дадут нам основания поверить в то, что нам представляют, как обвинение Зинченко в убийстве Фарион. Вот такие вот новости, друзья. Может быть, мы подождем о том, сообщение о том, что думает об этом Сулейма, в чем он подозревает Немировского или как он продал свою душу адвокатскую не за понюшку табака. Такие вот новости, друзья. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.